Верх косплея, блять, производимого в России. Я не понимаю, нахуй это делаем? Ёпаться можно. Абсолютная, сука, инженерия. Это последний раз, когда мы делаем такой проект. О, встал. Да ты чё, ебан? Куда собралась? Ей пора домой. Хотел сказать домой? Нет, домой. Ай, здрасте, с вами Даня Крастер, лаборатория БНБ. И знаете что? Выходит новый Doom. А в новом Думе что? Бензопильный щит, как в первой части. И это значит, что мы возвращаем рубрику Game Stuff и будем делать его. Погнали чертей пилить. Но сначала крафт. По традиции смахнем пыль с истории этого шедевра 93-го года рождения. Человечество, как всегда, решило сунуть нос куда не надо, на Марсе накосячили и открыли портал в ад. И вместо райских ангелов наружу хлынули монстры, кровавые черепа и прочая нечисть. А тебе, ноунейм морпеху с бензопилой, все это разруливать. На вот ебись. Задача проста. Бегай, стреляй, рви и круши все, что движется, пока ад не захлопнется обратно, как расхлопнулся. В глубине лора Doom вечная война. Демоны против таинственных воинов. Мрачные культы и технологии, питаемые энергией ада. Здесь вместо привычного топлива чистое демоническое пойло. Doom стал для игровой культуры символом агрессивного, стремительного и мясного экшена под тяжелые гитарные рифы. Он подарил миру десятки мемов, от запуска игры на альбом-устройстве до шуток о неукротимой мощи двустволки. А главное, вдохновил кучу рок и метал-групп. И, конечно, разрабы не остались в долгу в новом Doom. Тебя ждет мрачный средневековый сеттинг и обновленный арсенал, среди которого наш сегодняшний бензощит. Инфы о нем а значит, снова придется поебаться. Итак, память освежили, а это значит, что орды демонов не ждут. Погнали! Дань, а мы будем что-то снимать сегодня? Мы и так из графика выбиваемся, нет времени лежать. Давайте после майских. Майские закончились дней 5 назад. Так значит, это лето? Какое лето? До него еще 2 недели. Ну вот отлично! Ох, и летит время. В отпуск мне надо, в отпуск. Да кто тебя считать учил? Какой отпуск? Какой отпуск без фруктов? Дерзкая клюква, ананас, апельсин. Пахнет как настоящий пляжный вайб. Акс выпустили новую линейку на пляже с аэрозольным дезодорантом, цветным стиком и гелем для душа 3 в одном. 48 часов свежести, необычный аромат, а еще расход очень экономный, как по мне. Что еще нужно? Лето не спрашивает, оно просто приходит с Акс на пляже. Разбирайте. А я пока еще покемарю. Потом доснимем. Я вчера Twitch, скачал последнюю трансляцию, точнее предпоследнюю, и вырезал там 2 момента. Когда донаты прилетали, клевала, сука, и окунь поймался, и елец маленький. А нам надо сейчас решить, как мы будем делать все-таки это дерьмо. Это ж бензопила изначально. Соответственно, должна быть цепь. Можем сразу бензопильную цепь сюда же намотать? А какой понт нам вообще брать бензопильную? А, подожди, у нее же зубья-то маленькие совсем. Ну, велосипедную, может. Ну, велосипедную, да. Расклепывать и... Велосипедная расклепывается хоть с молотка. Вот сюда просто ее и нарисуй. А хватит нам вот этого сектора? Вот я не знаю, там прям совсем мало. Во всех механизмах она обычно целиком обхватывает, там минимум на градусов 90. Плюс ей надо почему-то еще бегать. Ну, по направляющей. По какой-то направляющей. В трейлере-то самый прикол в том, что зубья-то Укладываются, да. убрались.
Это уже темная механика, я пока понятия не имею, как это организовать. Ну вот он зуб, да, какой-то у нас. Вот он там к цепи приклепан. Вот у тебя звено велосипедной цепи. Оно не получится сложиться, если у нас две точки будут к цепи крепиться. Вот, верно. Значит, что? Значит, одна Оставляем подвижная, одну. да. Вот здесь, допустим, нет ничего у нас. Ну Допустим, да, он только на оно вот же должно этой. вот так, да, делать? И при этом зуб должен сделать вот туда. Да. То есть в итоге оказаться вот как-то вот здесь. Вот ось, вот это. Соответственно, у нас где-то есть какая-то рельса, и в какой-то момент у нас должен быть типа съезд такой. Да, но нам надо перекрывать вот это, чтобы не закусывало, когда он двигается. Значит, что нам надо? Цепь точно, Да. велосипедная звезда точно. Рельсы, ну какие-то Да. рельсы. Ну, это может быть паз, не знаю. Как теперь все вот это вот собрать в одно что-то? И будет оно работать. И будет ли оно работать? Ну, вперед. Проектировка! Ура! Обожаю это дерьмо. Сраный Autodesk ушел из России. Ненавижу их. После нашего референдума можно уже и крафтить начинать. Чтобы сразу не обосраться, пойдем с малого. Сделаем парочку простеньких макетов и проверим наши идеи в реале. Затестим, как крутится цепь, а потом покумекаем над механизмом складывания зубов. Пара интересных моментов, которые нам пришлось проверить, прежде чем приступать действительно к фактическому изготовлению. Это у нас прототип. Прототопа, протожопа. Прототипа, прототопа, протозопа. Мы здесь проверяли, хватит ли вот такого вот расстояния небольшого у звездочки, чтобы зацепиться за цепь и нормально ее толкать. Потому что вы же понимаете, как устроены настоящие там шкивые звездочки. У них достаточно большой обхват, чтобы у вас было много зацепа и много момента. Здесь у нас буквально на 5 зубьях все это держится, но несмотря на это, давайте посмотрим, как это работает. Вполне себе достаточно. Еще один интересный момент насчет зубов. Наши инженерные гении придумали следующую конструкцию, с помощью которой можно достичь закрывания вот этих вот адских акульих зубов. У нас есть цепь, на которой присобачены эти зубы, и они двигаются вдоль окружности по вот этой вот дуге. Как только мы хотим погасить пилу и убрать зубы, мы дергаем за специальный механизм, и у нас зуб такой заходит в свой паз, херак, закрывается. Мы прекрасны, все счастливы, все безопасно. Дальше начинается жесткая потому что все, что мы придумывали, надо как-то теперь соединить в одну большую демонопилительную херовину. Но наш отдел по борьбе с нечистью пораскинул мозгами, пошуршал извилинами, а потом занялся проектированием первого варика щита. Нам часто пишут в комменты люди, которые далеки от ручного изготовления и какой-то съемки, и спрашивают: а чем вы еще в мастерской занимаетесь? Неужели вы только видео снимаете? Сань, сколько ушло на проектирование вот этого пацана? Ну, недели 2 точно. 2 недели чистого проектирования только. Ебаться можно. Вы не забывайте, это на компе. А еще у нас все доски изрисованы были этим. В процессе. В процессе концепции, да. Это последняя итерация. Это последняя итерация, к чему мы пришли. Вот. Это последний раз, когда мы делаем такой проект настолько сложный. Потому что смысла в них особо нет. Их не так хорошо смотрят, сколько эта сука требует усилий. Но мы, тем не менее, все равно его доделаем. Ой, блин. Пока адовая выжигающая машина режет нам детали, вот вам факт. В опубликованном меморандуме о новой снаряге Думгая говорится, что создатели вдохновлялись самим предводителем спартанцев, царем Леонидом, а именно его воплощением в фильме «300 спартанцев». А у нас тем временем есть прогресс. Давайте глянем.
Абсолютная, сука, инженерия. Мистер Александр спроектировал нам гениальную вещь. Не понимаю, зачем так сложно все в этой конструкции. Ну, точнее, понимаю, но я не понимаю, нахуй это делаем. Ну, ладно. Назвался груздем, полезай куда следует. Короче, кроме того, что у нас здесь шевелящийся ряд зубов будет ездить по краю, чтобы они убирались и складывались, здесь вот такая вот система работает. То есть вот это вот вся большая шестерня у нас толкает вот этот вот кулачок-зацеп, я хуй его знает, как правильно назвать, еще из фанеры он сделан, фанерная механика. На вот этом зубе продемонстрирую, короче, вот в таком положении, здесь все на резиновых тягах. У нас зубы имеют возможность пролетать по вот этому пазу, а когда мы ставим в режим убирания зубов, он делает вот так вот. Щелк. Но это в теории, пока не точно, но мы попробуем так сделать. И обратно. У меня есть Twitch, ссылка, но твой телефон не успеет ее поймать. На этом этапе механизм более-менее корежится, так что продолжаем сборку. Во вселенной Дума демоны бесаются за счет аргент-энергии, которую они сосут из ада. Но нам в мастерской тут портал в преисподнюю не нужен. Чертей и на дорогах хватает. Или подожди, пока мы щит доделаем хотя бы. И вот потом можно. А сами мы побесают на старом добром электричестве пока что. Складывать зубы будет самый базовый мотор с редуктором, что был у нас в запасах. Присираем к щиту и едем дальше. Зубья, кстати, решили напечатать из пластика. Прикинь, сколько бы весила эта херобора с 24 металлическими зубами, цепью и еще охапкой дров. Надеюсь, килограмм в 10 уложимся. У нас, короче, такая ситуация, что вот в этом пазу ездят штифты. Я возьму сверло, оно чуть меньше диаметра, но суть будет понятна. Короче, они ездят в эту сторону, и цепь, сука, таким образом работает, что она вся тянет в ту сторону. То есть, когда мы ее стягиваем, она каждое звено старается утянуть вот в эту сторону. И в итоге, когда у нас идет штифт, вот в какой-то момент он такой... И пи***ц, и ни туда, ни сюда. И в итоге нам надо переделать сейчас все вот эти вот детали. Надо уменьшить зазор между вот этими частями и вот здесь вот профиль еще поменять. Гироскутер — это не только 2 мотор-колеса и 2 аккумулятора. Это еще до 200 грамм, между прочим, нужных нам мозгов, которых у нас не хватает. Проектировать и создавать вещи с нуля — это, конечно, ништяк, но тут реклама какого-нибудь онлайн-обучения должна быть. Но это, сука, долго и дорого, поэтому мы будем пользоваться готовыми донорами и полуготовыми решениями, а именно стараться поженить сейчас вот этот вот гироскутер и всеми нами любимую ардуинку. Без объяснения причины тряски гироскутер благополучно высрал нам нужные запчасти и угнал в закат. Движитель пихаем в щит, проверяем на вращательную зубоспособность и начинаем активно дергать черта за рога, чтобы этот хер помог нам запустить все это дерьмо. Зацените, насколько сложное получилось устройство. Из-за того, что у нас должны убираться и обратно доставаться зубы, и все это работает на цепном приводе, он должен сам находить себе необходимое место, в которое должен установиться в первоначальное. Это реализовано с помощью калибрации по датчикам. Давайте его включим. Так. И отводим зубы на необходимое положение, чтобы он поймался по датчику. О! Встал! У меня. Включаем силовую часть. Он общается со мной. Пиздец. Ну-ка. Надо докалибровать. Внутрянка готова, а с внешкой ты чё?
Косплей все-таки делаем или как? Если ты еще не забыл, щит у Думгая круглый. Такие были у тех же спартанцев, викингов и даже у древних египтян. Они вообще не стеснялись и лепили мех прямо на внешнюю сторону своих щитов. Гламурненько и даже практично для того времени. Оружие врагов просто соскальзывало при ударе о такую броню, и у египтянина была возможность оформить ответочку оппоненту. Тем временем Фрейзер уже вырезал нам большую тарелку. Попробуем провернуть что-то наподобие вакуумной формовки. Кидаем сверху лист пластика и обрушиваем на него всю мощь огня, пока вакуумный стол сосет воздух из-под щита. И чё б ты думал? Мы обосрались. Четырехколесный самокат, новое изобретение. А вот еще одно изобретение, которое у нас не получилось. Хотели малой кровью обойтись, но в итоге 2 дня потратили на то, чтобы сделать это нужной формы, и в итоге она вся кривая и не классная, мне не нравится. Но ничто не мешает нам пойти по проверенному пути, а именно стекломат с эпоксидкой. Погнали. Зеленый ЭД-20 не было, поэтому пришлось брать блевотню как от демона и размазывать ее на 5 листов стекловолокна. Уже это точно должно сработать. Всякие декоративные штуки пытались срисовать по кадрам из трейлера, потому что, как я и говорил, никаких размеров и чертежей беседка нам не предоставила. А ведь легендарная коллаба могла бы быть. Легендарнее только 5-й раз Skyrim продать. Да, Тодд. Хорошо, что изготовление таких деталей для нас не составляет проблем, в отличие от каких-нибудь греков, например. Вот у тебя камень, молоток, да кусок шкуры. Что ты из этого сделаешь? А вот, сделаешь, да еще как. Мастерство кузнецов тогда было на вес золота. Целое искусство. Щиты крафтили из дерева, обтягивали кожей, добавляли различные металлы и украшения. Античные щиты вообще больше напоминали картины, чем средства защиты. Даже в мастерской сейчас будет заебно это повторить. Любили, конечно, тогда красоту наводить даже там, где не надо. Как будто не воевать пиздали, а красоваться. На этом этапе злый щит уже абсолютно всех. Хотелось откреститься от него и забыть как страшный сон. Поэтому мы по-быстрому шлифанули застывшую блевоту, зашпаклевали перетертыми костями импов и задули с баллона. В торопях умудрились покрыть акриловую краску алкидным лаком. Если что, так делать не стоит, но получившийся эффект кракелюра сыграл нам только на руку. Обязательно добавляем отличительный знак – печать палача Рока. В игре этот символ был выбит демонами на гробнице Думгая и говорил всем: «Не лезь, сука, убьет». Вот прям так и переводится. И в концепцию нашего щита вписывается идеально. Будет нам напоминанием, что больше не брались за такие изъебанные проекты. Вот она наша, сука, пицца новоиспеченная против демонической падали всяческой готова. А с чего все начиналось? Кастет из текстолита. Одна деталь криво просверленная. Один инструмент, одно сверло. Ну ладно, ножовкой еще чуть-чуть подпилил. Здесь же, 400 деталей. Месяц производства. Хуй знает, сколько рук задействовано. Неделя проектировки. Куча обсеров, прежде чем вся эта штука заработала. А я все думал, как же люди делают типа большие проекты. Блять, больше времени. 3D-печать, покраска, фрезеровка, программирование. Ёбаться можно. Ну, давайте посмотрим, как эта штука работает. Эй, влезть бы, демоны чертовы. Вы у меня, сука, получите. Такс, включаем силовую часть. Пищит, смотрите-ка. Открываем зубы. Работает, блядь, как часы. Ну-ка. Управление с помощью ручки от электросамоката. Верх косплея, блядь, производимого в России, я считаю. Куча деталей, которые сами складываются, прям как в игре.
Ну где вы, демоны, пластиковые из Барби вселенной? Я вас сейчас порублю пластиковыми шипами. Так, а максимальная скорость? Буду разгонять потихоньку, потому что, несмотря на очень долгую проектировку, это все же косплей. И сделан он из фанеры, чтобы его хоть как-то можно было таскать на руках. Кайф! Блять, вот это щит. Мы в него можем выстрелить из пейнтбольного ружья? Что он вообще выдержит? От чего он защитит? Очень хочется что-то попилить им, но блять, есть ощущение, что эти зубы просто разлетятся мгновенно. Это, конечно, дикий топ. Дикий топ. Зубы закрой. Красота. Технология. Конструирование. Роботизация, механизация процесса. Просто Это был один из самых долгих и реально самых сложных технологических проектов. Несмотря на то, что казалось бы, что это игрушка, она делалась в первый раз. То есть, на самом деле, те, кто производит какие-то сложные косплеи, даже не косплеи, я говорю сейчас про какие-то корпорации игрушек, у них целые отделы работают над тем, чтобы производить это массово. Здесь же он сделан в единичном экземпляре, полностью повторяя форму и работоспособность из игры. Это пи***. Но у нас есть одна идея. Я надеюсь, вы нам в этом поможете. Мы хотим сделать настоящий взрослый щит из Дума, который будет уже функциональным в том плане, что он сможет что-нибудь разнести, прям как в игре. Если вы поставите этому видео 70 тысяч лайков, всего-навсего, мы уже набирали эту цифру, мы приступим к работе и сделаем охуенный демонический щит из Дума, который сможет распилить все подряд. Спасибо за просмотр, с вами был Даня Крастер, лаборатория БНБ. Увидимся скоренько, все зависит от вас.